Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и это вторая часть мастер-класса «Лошадка Шарми». Вот такую лошадку мы с вами вяжем, и сегодня мы продолжим вязание. Она у нас умеет сидеть, вот так. Милая, красивая лошадка. Итак, давайте начнем наше вязание. Приступим. Начнем мы вязать с головы, туловища, от макушки. И будем вязывать ручки не от ножек, а от макушечки. Вяжем ручки, затем ножки, и получится у нас вот такая лошадка. И как всегда мы начнем с вами с кольца амигуруми. Вяжем кольцо амигуруми, 6 столбиков без накида. Кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик без накида в кольцо амигуруми. Колечко стягиваем и делаем соединительный столбик. И первый ряд у нас с вами готов. Ниточку подтянем и приступим ко второму ряду. Здесь у нас с вами будет 6 прибавок подряд. То есть в одну петлю делаем 2 столбика без накида. И во втором ряду у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Вяжем по кругу 6 прибавок. Не пропускаем петельки. Сейчас будем вязать легко и просто, потому что будем делать несколько рядов прибавочки. Готово. Второй ряд закончили, маркер перенесли. Третий ряд будем вязать по схеме столбик без накида. А следующий у нас идет прибавка. Так повторим еще 5 раз. Столбик без накида, прибавка. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Последнюю петлю у нас с вами должна быть прибавка. Так. Закончили. Маркер переносим. Четвертый ряд тоже будет у нас прибавочный. Делаем 2 столбика без накида. Первый, второй, а затем прибавку. И так повторяем еще 5 раз. В четвертом ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем 2 столбика без накида плюс прибавка до конца ряда. Чудесно! Дальше у нас 5-й ряд с вами. Мы будем вязать по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Первый столбик, второй, третий. Сюда делаем прибавочку. И еще так 5 раз. 3 столбика без накида, третий, прибавка. В 5-м ряду у нас с вами выйдет 30 столбиков без накида. Вяжем до конца ряда. Я это сделала уже. 6-й ряд. 4 столбика без накида, прибавка. Первый, второй, третий и 4-й столбик без накида. Теперь делаем прибавку. И эту же схему повторяем еще 5 раз. 4 столбика без накида, прибавка.
В шестом ряду у нас с вами должно получиться 36 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Вот сюда, по кругу. Ну и я закончила уже. Седьмой ряд, тоже прибавочный. Перенесли маркер и вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик без накида. Следующий у нас прибавка. Так повторяем еще 5 раз. И в седьмом ряду у нас с вами должно получиться 42 столбика без накида. Это последний ряд будет у нас прибавочный. Дальше схема вязания изменится. Вяжем 6 столбиков без накида прибавка до конца ряда. И встретимся с вами уже в 8 ряду. Давайте я сделаю это за кадром. Ну вот, готово. Маркер мы переносим, но я вам предлагаю, знаете, его просто вот так ниточку положить, потому что мы будем вязать 9 рядов подряд по 42 столбика без накида. И так будет вам легче считать ряды. Давайте свяжем с 8 по 16 ряд 42 столбика без накида, без изменений. Не будем делать ни прибавки, ни убавки. 9 рядов подряд. Вяжем с вами по кругу. И я связала, давайте проверим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Готово. 17 ряд мы будем вязать уже убавочный. Делаем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. А дальше у нас с вами идет убавка. Мы убавляем 1 столбик. И повторяем так с вами еще 5 раз. 5 столбиков без накида, убавка. В 17 ряду у нас с вами должно остаться 36 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. 5 столбиков, убавка. И давайте я включу убыстренный темп, скоростной. И увидимся с вами на 18 ряду. Итак, маркер переносим, чтобы нам виднее с вами было. 18 ряд мы вяжем 18 убавок, поэтому здесь будьте внимательны. 18 убавок подряд вяжем. Первая убавка, вторая убавка. И так еще 16. То есть в 18 ряду у нас с вами должно остаться 18 столбиков без накида. Голова нашей лошади закругляется, лошадки. Давайте встретимся уже в конце этого ряда. Делаем до конца убавочные петли по кругу. Так, ну я закончила, покажу вам. Вот такая голова получается у лошадки. Давайте маркер перенесем, потому что сейчас мы с вами будем ввязывать ручки лошадки. Вот они, 2 штучки, 2 ручки. Я приготовлю их.
И помните, что мы вяжем сверху вниз, да? И от этого будет тоже зависеть, как мы будем ввязывать ручки. То есть мы вот так с вами вяжем, видите? И ввязывать их будем тоже так. Поэтому там, где у вас смена цвета, вот где вы меняли цвет, оно у вас должно быть с внутренней стороны ручки. Как вам показать? Вот здесь, видите? Чтобы его впоследствии было не видно. Вот, смена цвета. Сделайте с внутренней стороны. Ну что, давайте вязать нашу лошадку. Ввязываем ручки. Нам осталось совсем немножко. И схема у нас будет такая. Сначала мы свяжем 3 столбика без накида. Начинаем вязать наш 19 ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Дальше берем ручку лошадки. Ставим, видите, чтобы вот этот переход цвета у нас был сейчас перед нами. И вместе провязываем вместе с ручкой 4 столбика без накида. Вводим крючок в ручку, затем в голову и провязываем так 4 столбика без накида. Первый. Проверяйте себя вот так, чтобы не пропустить там петлю. Второй столбик без накида вместе с ручкой. Третий и четвертый. Отлично, первую ручку мы ввязали. Дальше по голове мы вяжем с вами 4 столбика без накида. Ниточку возьму, чтобы удобнее было держать. 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Дальше берем вторую ручку и повторяем идентично 4 столбика без накида вместе с ручкой. Вводим крючок сначала в ручку, потом в голову. Первый столбик. Так, я себя проверяю. Второй столбик. Третий. И четвертый. Готово. И у нас с вами здесь остается 3 столбика без накида по голове. Ниточку можно ввязать из ручки и вяжем эти 3 столбика без накида. Заключительные первый, второй и третий. В 19 ряду у нас с вами должно было получиться 18 столбиков без накида. Маркер переношу. Зацепилась. Ниточки внутрь убираю. Вот смотрите, вот так у нас будет голова и вниз ручки. И сейчас мы будем вязать уже тело лошадки. Вот так, тело. Вот видите? Прибавочный ряд у нас будет следующий, 20. И схема вязания у нас с вами будет такая. Вяжем 2 столбика без накида. Первый. Второй.
И следующая у нас идет прибавка. Вот сюда прибавку делаем. Так повторяем еще 5 раз. И в 20 ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем по кругу 2 столбика без накида, прибавка. Может быть, тут будет не совсем удобно вязать, потому что мы только ввязали ручки. Просто будьте внимательны, чтобы не пропустить петельки. Я еще пока не набиваю голову лошадки. Сделаю это уже после 30 ряда. Итак, мы подходим к концу 20 ряда. У нас должно получиться 24 столбика без накида. Последний раппорт. 2 столбика без накида, убавка. Маркер переносим. И опять смотрите, я предлагаю вам его вот так положить, а не протягивать, потому что с 21 по 23 ряд, 3 ряда мы будем вязать по кругу 24 столбика без накида. И давайте я сделаю это за кадром. Провяжем с вами 3 ряда по 24 столбика без накида. И увидимся на 24 ряду. Вот я провязала, проверим. 1, 2, 3, 3 ряда. 24 ряд у нас будет по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Давайте начнем. Вяжем первый столбик без накида. Маркер немножко мне мешает. Вот так я его уберу. Первый столбик без накида. Второй. И третий. Следующая у нас идет прибавка. 2 столбика в одну петлю. И так повторим еще 5 раз. В 24 ряду у нас с вами должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжем по кругу. 24 ряд у нас с вами прибавочный. Это последний ряд будет в нашей лошадке, где мы будем прибавлять петельки. Дальше мы будем их убирать. Так что скоро довяжем нашу лошадку. Осталось совсем немножко. Вяжем до конца ряда 3 столбика без накида, прибавка. Так, я уже подхожу к заключению 24 ряда. Так, готово. Маркер мы тоже сейчас убираем, его прокладываем, потому что мы будем с вами 6 рядов подряд вязать по кругу 30 столбиков без накида. Потому, чтобы легко считать, положите его и вяжем с 25 по 30 ряд 30 столбиков без накида. Вяжем по кругу. Давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже увидимся на 31 ряду. А пока вяжем по кругу вот так вверх. Ну и я связала. Давайте проверим. 6. Все получилось. 6 рядов связали. 31 ряд у нас будет убавочный. Вяжем первый столбик без накида.
второй и третий. Дальше делаем убавку. И так повторяем еще 5 раз. 3 столбика без накида, убавка. В 31 ряду у нас с вами останется 24 столбика без накида. И дальше в 32 ряду мы будем уже с вами ввязывать ножки лошадки Шарми. А пока заканчиваем 31 ряд. 3 столбика без накида, убавка. Все, последняя убавка сделана. И теперь я беру ножки. Будем их ввязывать. И схема будет такая. Мы вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик без накида. Дальше мы берем ножку. Смотрите, это у нас будет лицо, поэтому мы берем ножку. Копытце у нас должно смотреть как бы на нас сейчас. Вот видите, оно будет получиться сзади, поэтому обратите на это внимание. И вместе с ножкой мы провязываем 6 столбиков без накида. Вводим крючок в ножку и в тело лошадки. Первый столбик. Опять в ножку, в тело лошадки. Второй столбик. В ножку, в тело лошадки. Третий столбик. И еще так же самое сделаем 3 раза. Вот эти ниточки можно проложить, чтобы их провязать, ввязать в ножку. Четвертый. Я так и сделаю сейчас, чтобы их спрятать. Пятый. И шестой столбик. Одну ножку мы с вами ввязали. И сразу же ниточки подтяну. И сразу же, вот видите, получается. Мы будем с вами ввязывать и вторую ножку. Поэтому давайте возьмем сразу вторую ножку. Копытца, видим, да? Обратите внимание. И провязываем тоже 6 столбиков без накида по ножке и по телу лошадки вместе. Ввели крючок в ножку, теперь опять в тело. Тут не пропустите петлю. Первый столбик. Второй столбик. Третий. Я так себя проверяю, чтобы потом не перевязывать. Четвертый. Пятый. Осталось 2. Пятый. И шестой столбик. И до конца ряда у нас с вами осталось 4 столбика без накида по телу лошадки. И вот этот хвостик как раз тоже можно от ножки ввязать. Вяжем первый столбик. Подтяну все ниточки.
второй столбик, третий и четвертый. Итак, мы закончили с вами 32 ряд. У нас должно получиться 24 столбика без накида. Проверила. Вот уже вырисовывается наша лошадка. Копытца привязаны правильно, ножки. Все. Давайте, нам осталось буквально 3 ряда связать. Маркер я переношу. У нас будут убавочные ряды дальше. Я предлагаю вам наполнить холофайбером тело лошадки. Ну а там, смотрите, можете позже это сделать. 33 ряд вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй, а затем делаем убавку. И так надо повторить еще 5 раз. 2 столбика без накида, убавка. В 33 ряду у нас должно с вами остаться 18 столбиков без накида. Тоже мы тут с вами только ввязали ножки, поэтому, может быть, убавку будет не совсем легко делать по ноге. Возьмите поудобнее игрушку, и у вас все получится. Я тут убрала ниточки, они мне мешали вязание. И потом у меня все получилось. Вяжем до конца ряда 2 столбика без накида, убавка. Мне осталось совсем немножко. Так, как бы тут маркер мне, чтобы не мешал. Но без него пока никак, могу ошибиться просто. И последняя убавка. 33 ряд закончен. Так, давайте набьем, наверное, нашу конячку, лошадку. Я возьму холофайбер и наполню ее. У нас осталось с вами связать 2 ряда. Итак, 34 ряд у нас будет схема столбик без накида, убавка. 6 раз повторим. В 34 ряду должно остаться 12 столбиков без накида. И вяжем с вами. Столбик без накида, убавка. Повторяем так 6 раз. Вяжем до конца ряда. Вот такие 2 рыжие лошадки у меня получились. Одну сначала связала, а вторую вместе с вами. Но вторая мне будет отличаться от первой Шарми. Как, я вам покажу позже. Расскажу, вернее, не покажу, расскажу. Закончили 34 ряд. 35 ряд у нас будет 6 убавок подряд. Это последний ряд наш будет с вами, поэтому делаем убавки. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Наверное, это была 6-я. В общем, 6 убавок делаем, ниточку обрезаем
Закрепляем ее. Петельку побольше сделаю. Закрепили. И нам нужно будет с вами стянуть, но до этого я еще наполню немножко холофайбером мою лошадку. И теперь стянем ниточкой. Я это сделаю с помощью иголки. Смотрите, нить вводим за 1/2 петли. Вот. 1 раз. И так 6 раз. 2. 3. 4. 5. И 6 раз. Ниточку стянуть хорошенечко и внутрь вывести нить. Все. Потом я ее закрепляю, просто прошиваю несколько раз. Не буду делать узелки, просто ее так прошью. Ниточку закрепили, теперь можно ее обрезать. Готово. Ну вот, заготовка для лошадки готова. Похоже? Ну давайте продолжим. У нас есть детальки нашей лошадки. Это мордочка, которую мы связали в первой части мастер-класса, и ушки. Все это мы сейчас с вами пришьем, и она уже больше будет похожа на нашу очаровательную лошадку. Да, вот такую коняшку. Давайте я немножко вам покажу процесса. Мне было легче пришить мордочку, когда я ее сначала булавочками приколола, наметила, где она должна быть. Вот так. И сверху, и снизу. И потом уже с помощью иголочки пришью, сделаю это за кадром. Ну вот, уже готово. Смотрите, мордашку я пришила, набила холофайбером, ушки тоже пришила. Ну а теперь, как же сделать вот такую гривку? Я вам сейчас покажу просто на примере. Потому что, ну, на самом деле, мою вторую лошадку я буду делать другой. Вот такая она у меня будет более игривая. У нее гривка будет вьющаяся и хвостик вьющийся. Ну, дивулечка получится. Но о том, как связать такой хвостик и такую гривку, об этом мы поговорим с вами позже, в следующем части мастер-класса. А сейчас мы закончим нашу лошадку Шарми вот с такой черной гривкой. Мы с вами отрезаем ниточки необходимой длины. Ну, побольше я вам просто на примере покажу. Складываем ее в петелечку. Берем крючок и с помощью крючка будем ввязывать. Я вам пример покажу, а дальше вы уже сами будете делать. Челку можно больше сделать. Вводим крючок между столбиками, захватываем нитку и протягиваем. Все. Волосинка пришилась. И точно так же мы делаем с вами гривку. Бели крючок. Делаем петлю, протянули. Вот видно вам, надеюсь, да? Хорошо.
Смотрите, если будете вводить крючок горизонтально, делаем это в хаотическом порядке, да, гривку. Если будете вводить крючок горизонтально, ниточка будет торчать у вас, то есть будет более пышная гривка. А если будете вводить крючок вертикально, тогда она будет ложиться более лучше. Я думаю, что вы уже включите свою фантазию и сделаете свою шарми с большей гривой или с меньшей гривой. Уже решите сами. Я делаю это в хаотическом порядке и еще буду добавлять немножко гривку. Можно сделать полностью по голове, можно просто полосой по голове к низу сделать. Это уже на ваше усмотрение. Челку я немного подстригла. И, может быть, тоже еще немножко добавлю ее, а может нет, посмотрю. Ну а какая вторая лошадка у меня получилась, я вам покажу в следующем видео. Но да, я вам еще не сказала, как же сделать хвостик. Покажу вам хвостик. Принцип тот же самый. Так же само вы протягиваете ниточку через петелечку. Только возьмите не одну нитку, а несколько ниток и протяните их все вместе. И у вас получится милый хвостик. Если вам понравился мастер-класс, поставьте лайк, напишите комментарий. Мне будет приятно.